Всем привет! Мы продолжаем знакомить вас с технологией легкого домостроения дома. В любом строительстве дома наиважнейшая часть – это перекрытие, потолочное перекрытие. Мы, когда подошли к этой проблеме, стали думать, какие несущие элементы применить. И в результате нами разработаны балки несущие, которые состоят из этих же блоков наших. Вот наш одинарный блок имеет такую форму с выступами реек каркасных. А наши балки выполнены немножко по-другому. Рейки сделаны заподлицо с верхней частью ОСБ. Ну, естественно, и нижняя часть тоже заподлицо. Единственная та часть, которая будет примыкать к стене, она сделана традиционно, с отступами, так же, как в обычном блоке. Здесь отступ вовнутрь, а здесь наружу. Ну, значит, наши балки состоят, я уже сказал, из наших же блоков. В данном случае балка у нас 6 метров по габаритам. Состоит из 3 блоков. 2 блока по 2,40 по краям. И в центре блок 1,20 м. Они соединены между собой болтами М10. Просверлено отверстие насквозь через рейки. И надежно стянуты между собой. Чтобы придать дополнительную жесткость, применили доски из хвойной породы толщиной 20 мм, шириной 90 мм, сверху и снизу. Ну, естественно, по обеим сторонам балки. Ну и, как вы видите, создали ячеистую структуру балки за счет перемычек. Но они служат еще для совместимости с нашей системой, совместимость с нашими блоками. То есть блок спокойно монтируется и продолжается стена. Сегодня нам предстоит волнительное мероприятие. Хотим провести полевые испытания на нагрузку наших балок. Посмотрим, какой будет результат. 2 балки по 6 метров. Сегодня проведем испытания. Поставим их вот на эти стенки. 2. И нагрузим емкостями с водой по 500 литров. В итоге будет тонна. Вот одна балка установлена. Село все в штатном положении. 2 балки установлены. Крепим ОСБ сверху. Сейчас еще один лист закрепим и будем нагружать.
Все подготовлено к испытанию балок. Балки длиной 6 метров. Сами балки, каждая балка состоит из из 3 блоков. 2 блока 2,40. Вот здесь стык. И в середине один блок 1,20 м. И по краям с двух сторон балка усилена вот 2 такими брусками. Шириной 100 на 20 миллиметров. Балки, как и положено в лего, хорошо сочетаются со стенами. Совмещаются. После укладки балок можно продолжить стену 2-го этажа без проблем. Вот этот верхний блок, это уже идет вверх. Ну, сегодня нагрузим 2 емкости по 500 литров воды. Нагрузили по 200 литров в каждую бочку. Индикатор показывает, что у нас там. Ну, где-то 3 миллиметра. Так, 600 литров залито. Посмотрим индикатор. Ну, 4-5 миллиметров. Здесь конструкция вроде без всяких движений. — 800 литров залито. Будем считать, что 800 килограмм. Индикатор опустился. Где-то 6-7 миллиметров. Испытываем 2 спаренные балки. Балка длиной 6 метров, ширина 300, ширина одной балки, ширина второй тоже 300, между ними 600 миллиметров. Соединили их листами OSB, получилось расстояние 1,20 м. Испытуемая площадь 6,5 квадратов. По СНИПу максимальная нагрузка на квадратный метр должна быть 150 квадратных метров. Максимальная, может минимальная, скорее всего. Вот, мы нагрузили тонну. 2 емкости по 500 литров. Максимальный прогиб по СНИПу разрешен, это 25 миллиметров. Наш прогиб составляет 8 миллиметров. То есть будем считать, что наши испытания прошли успешно.
Конструкцию не повело, посадочные места все на месте. Все выдержало. Получилось 6,5 квадратных метров. Нагрузили эту площадь двумя баками с водой по 500 литров, что составило тонну. Когда нагрузили, прогиб составил 8 миллиметров. При снятии нагрузки индикатор вернулся в прежнее положение. Готово. Ну что, Эльза, как? Твердо? После испытаний балки идет разборка конструкции. Конструкция, Глеб, осталась в неизменном виде.